Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 7-я серия Папаши Дружбаны. Ну что, погнали? Погнали? Погнали! Погнали! Начали. Добро пожаловать. Че он виделся? Каря. Это кто? Давненько ты не заходила. Где Кадзуки? Карин какая-то появилась. Какая-то девчонка. Дождик, дождик, я иду по лужам. Я уточка, я в луже. И лапка Не ходи по лужам. бёк. Вот я тоже всегда делал и всегда заболевал. Мири! И кранты по мире. Я помню, из-за чего сейчас у него такое сейчас случилось. У него кто-то погиб в автокатастрофе. Это был Мирин любимый. Ну, не плачь, ничего страшного. Я Если вы тебе еще заметили- новый куплю. Пошли домой. Озвучка другая. Хорошо. Хорошо. Озвучка другая, потому что я уже устал ждать озвучку от Ани Либри. Ну, Ненавижу сезон дождей. начали. Добрались. Рэй, папа, мы вернулись. А я люблю дождик. Дождевик хоть сними, Мири. Горе луковое. Рэй, принеси полотенце. Спорим, он... Да, он играет, он рубится. С возвращением. С возвращением. Принеси полотенце. Я тоже хочу. А ты марш в ванну. Господи, Кира, пол. Да что ж такое? Нет худа без добра серия называется. Нет худа без добра. Было очень вкусно. Спасибо. Ну, хоть Эй, спасибо. Рэй, папа, поиграем в Марио Карт. Не хочу. Ты как проигрываешь, так сразу орать. Сильная Я реклама. буфы не буду. Нажрались, да, просто Папа, так? а где большое полотенце? Это какое? Мне в садике сказали принести. А, понял. Рэй, ты же нашил именно махровое полотенце? Помнишь, я просил? Рэй! Нифига. Алло! Нифига он не нашил, да? Ну, даже не открыл. Да ты прикалываешься. Так, где у нас тут нитки с иголкой? Фига себе компы. Мири помылась. Никак. Умница! Волосы просушила? Эй, папа, можно с тобой в Марио Карт? Кажется, это Карин там, на фотографии. Вырубилась наконец. Слушай, Рэй, давай-ка тоже помогай воспитывать Мири. Так я вроде уже. Чё? А? В смысле уже? Козел. Я с ней в игры играю, например. Немаловажно, кстати. Друг мой, ты из дома даже не выходишь. Мог бы хоть иногда с ней заниматься. Классический мама-папа. Делаю, что могу. Делаю, что могу. Да уж, И PlayStation надо 5. срочно что-то менять. 5 играет. PlayStation 5. Видимо, узнал. Она что здесь забыла? А, наш Кадзу. И чем это ты здесь занимаешься? Привет, девочки. Тихо! Блин, мы по тебе соскучились. Айда играть, а? Девчат, я не могу. Ну, у меня тут важные дела. Мы тебя 100 лет уже не видели. Неужели ты любимый обзавелся? Да ладно, неужели и правда так? Девчат, сегодня правда никак. Совет вам да любовь. Ау, какая замануха. А как заманивают, а чтобы деньги люди проиграли. Капец просто. Счастье, говоришь? Стирка на мне. Стирка на себе. Посуда и ужин тоже. Купаю ее я. Вещи постирай, посуду помой. Это и есть то самое счастье. Ну, пап,
можешь меня толкать, я же готовлю. Хочу! Возьми меня на руки! Рэй, спасай! Почему ты не хочешь играть? И ничего не скажешь, да? Рэй, узнай, кто там. Папа, на ручки меня возьми! Задолбали. Возьми Да иду, я иду. меня на ручки! Сейчас. Это что? Это как Амазон. Как спокойно кушают. Помидор Кафу. Чё? Рэй, папа, скушай. Рэй, папа. Не люблю помидоры. Мирри тоже не любит. Счастье. Что это вообще такое? Бяки больше стало. Я и грибы не люблю. Я их не буду есть. А ну Так и не кушать! буду есть. Нет, ешь, папа, и помидорки тоже. Эй, А? прекрати, Мири. Вот и все, ни хрена не получится. Не нравится? Не ешьте. А я бы 2 порции сладкого бы съела. Нет, ничего. Да, я тоже. Хочу гренки сладкие. Да, хорошая идея. Еще и готовить легко. Легко? Кадзуки, папа, приготовь гренки. Не пойму. Я вам что? Домработница какая-то? Ну вообще да. Сам готовишь. Ну, чувак, навесил ты на шею вот этих двоих. Ну, одного точно, а это что ребенок. такое домработница? По дому работают, наверное. Ну, Рэй-то точно у него на шее сидит, а эта девочка, ну, за ней надо правда присматривать. Папа! Рэй, папа! Мири хочет кушать, Ага, кушать А захотел. где Кадзуки? а его дома нет. А вот так, сбежал. Правильно, Я на правильно. какое-то время оставлю дом. Кадзуки. Ну, задолбался. Ну, давай сам давай все делай, посмотрим на тебя. Давай. Мири голодная. Рэй, папа, кушать! Он осознал всю тяжесть ситуации. Кушать, кушать, А кушать, что из этого кушать. можно есть? И ты что, издеваешься, что ли? Вкуснятина! Да, давненько я хлопья не ел. Кадзуки, папа, не разрешает их кушать. Вот А ведь вкусная штука. А вот посмотрим, вы что, каждый раз А хлопаете? мне сегодня в садик надо. Опоздал, да? Одевай давай. А что ты берешь с собой? Там список. А, молодец. Кадзуки там это все подготовил. Папа, давай быстрее! Сейчас. Старается как может. Попитись. А где твой зонтик? Сломался. Чего? Что слышал? Давай, работай. Быстро! И холодно! Ребят, у вас одной машины нет, а? Ну, понятно. Поэтому ты избежал с утра пораньше? Только так Рэй начнет присматривать за Мири. Молодец. Да и Правильно. малышке следует понять, как много я для нее делаю. Я, значит, стираю и посуду мою. Они только играют круглые сутки. Еще и от готовки моей нос воротят. Жалуется Что связного. смешного? Тебе, похоже, весело живется. Чё? В каком смысле? Ты изменился, Кадзуки. Ты чего это вдруг? Твоя своячница снова вернула конверт. Как я и говорил, Своячница. она не принимает. Поговорил бы ты уже с ней нормально. В Своячница. конце концов, из родных Юдзука осталась только она. Уже 5 лет прошло. Да и годовщина, кажется, скоро. Пора брать себя в руки. Ну что ж, пойду-ка я сегодня хорошенько покучу. Короче, это сестра его жены. Покойный. Скорее всего. Не изменился я ничуть. Цветы. Видимо, может, день рождения или годовщина смерти. Ладно, куда бы первым делом заглянуть? Чего? В садике никого. Чё? А где Анночка? Сегодня воскресенье, да? О, господи. Он зашел в казино. Продул. Все продул. Ура!
Нет, не продолжим. Везет так везет! Мамочки, сегодня наш Кадзу в ударе. Ну, просто красавец. Я в раю! Душно. Ура! Так тебе, нам! Промазала! Постой, постой! Давай, убирай. Вперед! Удачи, чувак. Давайте выпьем за выигрыш нашего Кадзуки. Ура! Заказывайте, что Вздрогнем, хотите, милые. Ложуха. Я за все Я заплачу. хочу пиццу. Да, она ж дешевая. Суши берите, суши. Апчхи! Мири хочет кушать. Что? Ну, может быть, пиццу закажем? Пицца! Хочу! Молодец. Одну среднюю пиццу микс, пожалуйста. Без помидоров и зеленого перца. А Кадзуки папа постоянно говорит нам кушать овощи. И добавьте картошку фри. И добавьте картошку фри. Что, кушаться хотел? Жесть, я сегодня перепил. О, набухался. Ну, он себе выходной устроил, а то он Еще так рано, оказывается. задолбался. Если задержимся, мама будет ругаться. Прости, скоро придем. Тоже мне семья. Эй, Верзила, смотри, куда прешь. А ты кто такой вообще? Че, драка? Покушали? Ну, молодцы, что? Этот день он Я помылась. молодец. Кадзуки папа до сих пор не вернулся. Миря, боюсь, нас бросили. Да ладно, ты, господи, ты чё? В следующий раз будешь следить за языком. Как мудохали, так как себе. Предупредила бы хоть что с друзьями. Ай. Впрочем, мне, уроду, самое место среди мусора. О, как, почему? Обычно вот такие правильные, как ты, и гробят собственные семьи. Интересно. В яблочко. Тебе плохо? Это Карин? Нет, это не Карин, это кто? Юдзу? Карин. Ты как, живой, Кадзуки? Карин. Нашелся, наконец. Ага. Давно не виделись. Как поживаешь? Да что ты вообще тут делаешь, а? Побитый, помятый. Еще и в мусорке совсем дурак. Совсем Не твое дело. Постой-ка, хозяин цветоеда тебе же передал? Давай поговорим, Прости. ладно? В другой раз. Слушай, ну, Не убегай, Кадзуки! Да сколько можно-то? Поговорить со мной не хочешь, а деньги все равно шлешь. Я без понятия, кем ты там работаешь, но Ну. такие суммы я не могу принять. Да и не нуждаюсь я. Понял. Извини. Больше не пришлю. Пока. Кадзуки, ты не виноват в смерти сестры, ясно? Зачем ты упрямишься? Я ее убил. о как. Интересно, что же случилось. А, вот это сейчас узнаем. Черт! Свали! А, я-то думал. Ух. Йодзо! О боже, у него на глазах. Но это же не он был. Ау, как фигово. Ау, как фигово вышло. Это реально фигово. Она еще беременна была. Если я правильно разбил. Ау, это фигово. Душно. Какого? Она заболела. Ты заболела? Кадзуки!
38,5. Офигеть, слушай, это ненормально, надо в больницу везти. Уже звонить начал, что делать? Поднимай давай. Жарко. Потерпи. Вообще должно быть холодно. Лекарства. Вот лекарства. А какие надо принимать? Хоть в курсе? Дурак. Да как же так? Ага. Вот черт. Я ничем не могу ей помочь. Вот все. Рэй, папа. Мире. Больница. О, посмотрите, он впервые о чем-то обеспокоен. А где больница? Твою мать! Ты же вечно игрушки играешь! Ты что, не знаешь, что есть навигатор? Не переживай. Я не забыл тебя. Юдзуко. Я не забыл тебя. Фигово, ему фигово. Карин, кажется, за ним. Издеваешься? Ты что, к связному пришел? Китара. Помоги. Да. Видимо, его... Ага. Он на те цветы посмотрел, потому что вот вспомнил этот кадр. Вам нехорошо? А, нет, это когда они встретились впервые. Боже. Сестричке тут очень нравилось. Она его выходила. Раненым на улице нашла. Вы ведь именно здесь и познакомились с ней, верно? На годовщину поехали. А знаешь, я, Кадзуки, очень любила Юдзуко. Не передать словами, как я была рада, когда она сообщила о вашей свадьбе. Прости. Свадьба. Она была доброй, красивой и всегда улыбалась. Прости. И поэтому то, что в твоей памяти, Кадзуки, она навсегда осталась грустной, мне это не нравится. Уже 5 лет прошло. Хватит. 5 лет. Знаешь, Карен, мне страшно. Я боюсь меняться. Боюсь забыть, что она умерла из-за меня. Боюсь, что ее что-то заменит. Боюсь, что пропадет из моей памяти. Поэтому и не хочу меняться. Воспоминания — это вовсе не тюрьма. А я учиться еду за границу вообще-то. На модельера во Францию, знаешь ли. Много. Я давно хотела туда поступить и, наконец-то, сдала экзамены. А сестричка с самого детства меня поддерживала. И я пришла похвастаться. И ты живи своей жизнью. Так ты обязательно ее порадуешь, Кадзуки. Я ее порадую? Да, говорю, как младшая сестра Юдзуко. Ну так же нечестно. Ну, наконец-то дождь кончился. Символизм. Кстати, а ты у себя девочку приютил? А? Откуда? А, Заложили. очко. Вот ведь очкастая болтушка. Заложил. Да, приютил, но это так ерунда. Я чисто по настроению взял ее. Здорово же, с ней весело. Если бы. Сплошная главная боль. Марокко. Она меня вообще не слушается. Я уверена, ты точно сделаешь ее счастливой, Кадзуки. Ого! Солнышко показалось. Символизм. Это что за такой заход был музыкальный? Если кто услышал, но я думаю, вырежу, скорее всего, этот момент. Погорбачусь еще немножко. Погорбачусь еще немножко. Да, киллер недоделанный. Я дома. Ты дома, да? Я вернулся, между прочим. А сейчас никого нету.
Ну да, что-то такое я и ожидал. Ну да, ясное дело. А ты что думал? Они что, за один день думал исправиться, да? Ну, более-менее справился все-таки. Ничего страшного. Один день на хлопьях и пицце, ничего плохого не Это сделал. что, сладкие гренки? Давай, попробуй. Они ему приготовили. Ага, смотри, как ну-ка. Вкусно? Ну как? Ужасно, да? Ужасно, да? Бестолочи! Я научу вас, как их надо готовить! И что делать в мире? Рэй, папа, ты же мне сказал, что ты это умеешь. Кстати, Мири, А, купил. Зонтик! Зонтик купил, зонтик купил. Дождик, дождик, я иду по лужам. Мы с папочкой лучшие друзья, ура! И лапками по лужам, бяк-бяк. Вытащил фотографию и поставил. Молодец, молодец, правильно. Так, ну, прежде всего хотелось сказать, я аналогию хочу провести между Кадзуки и одним персонажем из другой истории, из фильма. Если кто знает, такой фильм, есть 4 части, «Смертельное оружие» называется, там играет Мел Гибсон, молодой. Ну, в 4-й части он уже не такой молодой, но вы меня поняли. И, короче, там у него такая же ситуация, только он не киллер, он полицейский. Но у него такая произошла ситуация, что у него умерла жена, и она была беременна там по сюжету. И тут вот так то же самое с Кадзуки случилось. Вот Кадзуки очень так... Ну, по факту он не виноват, это же не он стрельнул по шину, которая потом врезалась в бензобак, и все взорвалось. И как там появилась... это Юдзука, то есть это жена Кадзуки, Юдзука, как она там появилась внезапно, увидела. Вы понимаете, вообще какая-то интересная ситуация. Ну ладно, да, притянута за уши этот момент, но это не важно. Смысл в том, что она увидела его в таком виде, в котором он никогда бы не хотел, чтобы она его увидела. Она увидела его в перестрелке. С оружием в руках, он в кого-то стреляет. Вы думаете, эта жена беременная хочет увидеть это, да, на улице? Далеко нет. Вот Карин очень грамотно появилась. Ну, ему нужен был этот день. У него этот день ассоциируется с очень плохими вещами. Просто я не понял, это годовщина смерти или день рождения, или что это вообще. Не, ну сам факт того, что умерла беременная. Представляете, парня жизнь налаживалась. И тут вот такое случилось. Ну, это такой очень такой грустный на самом деле момент. Но там стрелял кто-то другой. И я помню, там пару серий назад пришел как там какой-то чувак с такими глазами, которые вообще не моргают. Маньячелло, там каннибал Лектор. Вот такой. И мне кажется, он стрелял. Мне кажется, там что-то будет. Там вспомнят между друг другом. Мне еще понравился тот момент, что Рэй наконец-то взялся за ум и наконец-то хоть что-то начал делать. Мы Рэя впервые увидели вот в такой ситуации, экстремальной ситуации, и хоть какие-то эмоции на лице появилось. То есть не полный пофигист, которому все пофиг и давай рубиться в игрушку. Не, он эту девочку очень любит. Очень любит. И это, мне кажется, он даже своему напарнику, даже на своего Кадзуки пофиг, лишь бы это с этой девочкой ничего не случилось. Ну, проникся любовью. Вот что такое маленькое, вот что такое чистое создание. Даже проклятых на путь истины наставят. Что ж, это была 7-я серия Папаши Дружбаны. Мне очень понравилась эта серия, хоть немножечко объяснили, там в чем, как у Кадзуки ситуация. Так что увидимся уже на 8-й серии. И если вы заметили, поменялась озвучка. Я просто не могу уже сдать Ани Либри. Уже 2 дня как серия вышла, а Ани Либри так и не озвучила. Я другую озвучку взял. Удачи!